Нарастающее противостояние вокруг Сирии и Восточного Средиземноморья все отчетливее приобретает форму стратегического соперничества, в котором Турция, Израиль и ряд региональных государств рассматривают происходящее не как набор разрозненных кризисов, а как элементы единой трансформации баланса сил. На этом фоне показательно звучат оценки израильского отставного генерал-майора Исраэля Зива, который описывает ситуацию как системную угрозу, выходящую далеко за рамки тактических эпизодов. По его словам, прямо у нашего порога реализуется проект «Великая Турция», а Израиль словно спит. И именно сирийский хаос, как он подчеркивает, играет на руку Турции, позволяя Анкаре действовать последовательно и без серьезных ограничителей. В интерпретации Зива Сирия рассматривается турецким руководством не как суверенное государство, нуждающееся в стабилизации, а как пространство для долгосрочного геополитического проектирования. Он прямо утверждает, Анкара хочет превратить Сирию в полноценное государство-прокси и не заинтересована в сильной и независимой Сирии, добавляя, что Эрдоган рассматривает Сирию как часть проекта «Великая Турция» и получил на это одобрение Трампа. В этой логике контроль над сирийской территорией становится не временной мерой безопасности, а элементом более широкой региональной архитектуры, где Турция шаг за шагом наращивает военное и экономическое присутствие. Турция шаг за шагом берет Сирию под контроль, планирует создать крупную военную базу у Дамаска и экономически вмешивается по всей стране, в сфере нефти, полезных ископаемых и портов, отмечает генерал, указывая на комплексный характер турецкой стратегии. Особое внимание Зив уделяет возможным решениям Вашингтона, которые, по его мнению, способны радикально изменить расстановку сил. Он предупреждает, что опасность исходит не только с северных границ, но и из возможного решения Трампа разрешить ввод турецких войск в Газу. Это может стать серьезным провалом и сделать Анкару новым региональным лидером. В его оценке такой шаг будет иметь не локальные, а символические и стратегические последствия. Если Трамп разрешит ввод турецких войск в Газу, это будет не только крупной победой над Израилем, но и демонстрацией роста турецкой силы в глазах американцев за счет Израиля. Итог он формулирует предельно жестко. Для Израиля это станет серьезным политическим и военным поражением. Главная опасность в том, что Турция станет региональным лидером. На этом фоне предложение Зива по будущему Сирии выглядит попыткой противопоставить турецкому проекту альтернативную модель. Он утверждает, что единственный путь к восстановлению Сирии – создание федеративного государства и заключение федеративных соглашений со всеми меньшинствами для защиты их прав и влияния. В его логике, именно федерализация могла бы ограничить внешнее доминирование и лишить Анкару возможности консолидировать контроль над всей страной. Однако реалистичность такого сценария в текущих условиях остается под вопросом. Параллельно с этими оценками внимание привлекают и практические сигналы региональной динамики. Сообщение о визите командующего военно-воздушными силами армии Израиля в Турцию, в ходе которого обсуждались региональные вопросы, подчеркивает сложность и многослойность отношений между Анкарой и Иерусалимом. Несмотря на жесткую риторику и взаимные подозрения, каналы военного и политического диалога сохраняются, что указывает на стремление сторон держать ситуацию под контролем и избегать прямой конфронтации. Одновременно усиливаются и альтернативные форматы сдерживания. По данным греческого издания «Танеа», Греция, Израиль и Кипр рассматривают возможность формирования объединенной бригады быстрого реагирования для действий в Восточном Средиземноморье. Эта инициатива прямо направлена на сдерживание Турции на фоне обострения региональных противоречий и отражает стремление выстроить коллективный ответ на усиление Анкары. В совокупности все эти элементы – жесткие оценки израильских военных, дипломатические контакты, а также попытки создания новых военных форматов – свидетельствуют о том, что регион вступает в фазу переосмысления стратегических линий. Сирия в этой картине становится не просто ареной послевоенного урегулирования, а ключевым узлом, через который проходит борьба за лидерство и архитектуру безопасности всего Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Сирия на протяжении более чем десятилетия остается не просто ареной внутреннего конфликта,
а ключевым геополитическим узлом, где наслаиваются интересы региональных держав. Сегодня на первый план выходит уже не вопрос восстановления сирийского государства, а борьба за архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. В этом контексте все отчетливее формируется линия напряжения между Израилем, Турцией и Ираном. Причем именно турецко-израильское измерение начинает приобретать наиболее опасные очертания. Для Израиля Сирия остается прежде всего элементом иранской региональной стратегии. Иерусалим рассматривает ее как транзитный коридор поставок вооружений Хезболле и плацдарм для иранской военной инфраструктуры. Именно этим объясняется системный характер израильских авиаударов, которые стали частью долгосрочной доктрины сдерживания. Израиль действует прагматично, избегая формального расширения конфликта, однако по мере изменения регионального баланса эта стратегия сталкивается с новыми ограничениями. Турция, в свою очередь, вышла далеко за рамки логики пограничной безопасности. Первоначально сосредоточившись на курдском факторе, Анкара постепенно превратила север Сирии в зону устойчивого военного, политического и экономического присутствия. Сегодня Турция все более открыто претендует на роль одного из архитекторов послевоенного устройства Сирии, закрепляя влияние не только силой, но и через контроль над инфраструктурой, ресурсами и местными элитами. Именно на этом этапе интересы Турции и Израиля начинают пересекаться напрямую. Речь идет уже не о косвенном соперничестве, а о конкуренции в одном стратегическом пространстве. Усиление Турции в Сирии воспринимается в Израиле как потенциальная угроза, способная со временем трансформироваться в фактор прямого давления. Анкара, в свою очередь, все меньше учитывает израильские красные линии, рассматривая регион как поле для реализации собственного долгосрочного проекта. Дополнительное напряжение создает противоречивый характер турецко-израильских отношений в целом. Экономические связи и элементы диалога сохраняются, однако политическое и идеологическое расхождение усиливается, особенно на фоне палестинского вопроса и возможного расширения турецкой роли в Газе. В этих условиях Сирия превращается в зону опасного сближения интересов, где любое неверное решение может привести к резкой эскалации. Иран остается третьим, но не менее значимым элементом этого уравнения. Тегеран глубоко интегрирован в сирийские структуры и стремится сохранить стратегическую глубину. Однако именно его присутствие все чаще используется Израилем как обоснование для силовых действий, а Турцией – как аргумент для расширения собственного влияния. В результате Сирия становится пространством наложения конфликтов, где риски возрастают не из-за прямых столкновений, а из-за пересечения стратегий. В итоге можно говорить о том, что Израиль и Турция подошли к опасной грани. Пока ни одна из сторон не заинтересована в открытой войне, однако накопление противоречий, рост военного присутствия и политическая радикализация решений резко сужают пространство для маневра. Сирия в этой конфигурации перестает быть фоном и превращается в потенциальный триггер более широкого регионального кризиса, где цена ошибки может оказаться чрезвычайно высокой. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мировой политики и Ближнего Востока.